Доброе утро, 20 июля. Хожу, гуляю с утра и занимаюсь анализом своих анализов. Те, которые вот, у меня их два, по сути, всего лишь по холестерину. И я, значит, пересматриваю те первые, где показало у меня все высокое, кроме триглицеридов. А высокий и плохой холестерин был, и высоковатый общий, по-моему, так было. Вот триглицериды были в норме. 126, по-моему, при 150 или как-то там, если выше уже них, то получается проблемы. Вот. А второй анализ через 3 месяца у меня снизился плохой холестерин на 20%, общий холестерин то ли вырос, то ли такой же, или тоже чуть снизился. Не суть. Но главное, что триглицериды стали 75. Я сейчас попросил GPT-шку проанализировать с точки зрения классической медицины, что, почему произошло. Так рассказал, какие изменения внес в питание, физическую активность и так далее. И попросил рассказать с позиции адептов карнивора, вот этого кето, всего такого. И получается, что он рассказал мне это, все рассказал. И потом, он же топит сначала за классическую тему. Он говорит, вот ты там заменил насыщенные жиры на ненасыщенные, то есть я рыбу больше добавил и все такое. Наверное, убрал там яйца, что-то, поэтому мне пришлось ему рассказать реально как этот рацион выглядел. Он говорит, ой, вообще, интересно. И рассказал про физическую активность. И он такой, да, понятно, ты вообще, красавчик, ты все, что надо, добавил, убавил. Начал нахваливать меня, как обычно. Вот, но самое интересное, я говорю, а насколько вообще анализы эти могут быть точны, верны и так далее? То есть, если я, допустим, накануне, прошел первый анализ, когда я сдавал, я еще не ходил, не занимался этими своими пешими прогулками, а после того, как мне сказали высокий холестерин, я как раз и начал готовиться к этому моему Якобсвегу, и, соответственно, начал ходить, думаю, будет полезно, как минимум. Вот, а перед сдачей второго анализа я, по-моему, прошел, нормально, там километров, может, и 15, а может, и 20. Надо посмотреть по видеодневнику, что там было накануне этого. Вот, и получается, я у него спрашиваю, а может быть такое, что вот эта моя физическая активность, она повлияла сильно на анализы? Он говорит, да, естественно, триглицериды поэтому так сильно и упали, скорее всего, из-за того, что накануне была сильная физическая активность. И что-то там тоже по холестерину галебнулось. По-моему, хороший холестерин мог вырасти из-за этого или как-то. В общем, сейчас не вспомню, что он сказал, но он прям подтвердил это. И получается, что говорит, это не аксиома эти анализы, а просто тренд или тенденции. То есть надо понимать, что когда ты сдаешь, и учитывать все эти факторы. В общем, вот такая вот история. Я думаю, как же это все теперь, правильно сделать, учесть все нюансы и вообще, как дальше с этим планом питания быть. Потому что, получается, анализы, по сути, те, которые у меня уже на руках, они ничего толком мне не говорят. С позиции адептов карнивора, это говорит о том, что триглицериды нормальные, и зашибись. А вот если бы они были высокие тоже, тогда, это может, действительно проблема. А так, высокий холестерин не говорит ни о чем. Толком, только наоборот, что ты чуть ли там не здоров, а вот триглицериды низкие, все хорошо. Но я понимаю, что это тоже, такое себе. Я насмотрелся этих вчера еще карниворовцев, битву карнивор с веганами. Это как война говна с мочой, так сказать. Это прям они друг друга там жестко нахлобучивают, кто из них, нормальный, а кто дурачок. Аж противно стало, много пересмотрел этой всякой гадости. И за вегана вообще речь не идет, понятно, это люди, в моем понимании, немного не в себе. Вот, карниворцы мне больше импонируют, но тоже вот эти строгие, это тоже, люди не в себе, как я и говорил, это крайности, в которые не надо человеку впадать, по моему мнению. Вот, но тем не менее, в целом я больше на стороне, если вот так вот абстрагироваться от что-то фигня, то я больше все равно склоняюсь к карниворовской картине мира. Вот, но, я уже забыл, к чему это рассказываю. Это все боррелии, мозги проели. Ладно, может, на послеобеденной прогулке я осмыслю и выдам уже нормальный, так сказать, вывод. Давненько я здесь не был.
Это мой длинный маршрут, километров на 12 или на 13. В общем, я и утром сегодня погулял, и что-то захотелось подольше пройтись. Не знаю, что-то силы вроде чувствуются. Я плюс еще в обед подремал полчасика, как бы, думаю, пройдусь. Вот, и все же продолжаю эту утреннюю тему. Общаюсь с GPT-шкой по поводу анализов и так далее. В общем, понимание уже у меня появилось следующее. Те анализы, которые есть, от них я отталкиваться не могу. Были сданы давно. После этого чуть-чуть там у меня все равно формат питания же менялся. Добавилось много активности физической. Вот. И я теперь понимаю, что если я хочу анализами подтвердить изменения в организме, то мне придется серьезно к этому подойти, а именно купить, наверное, анализы самостоятельные, сдать их, подготовиться хорошо к сдаче, то есть сделать максимально равные условия, то есть накануне там либо не ходить, либо ходить оба раза столько же, сколько и первый раз, и, в общем, смотреть на самочувствие, на все эти моменты. Плюс же сейчас этот боррелиоз, когда там вылечу, не вылечу, что там с ним еще будет, в общем, непонятно. Ну, смысл такой, да, надо делать максимально идентичные анализы и ситуацию подгонять, вот, чтобы что-то понять и зафиксировать, и потом с какой-то более-менее точностью сделать вывод. И что очень плачевно, я сколько пересмотрел за этот карнивор, никто из адептов не показывает такого подхода серьезного. То есть, когда он там начинал бы эту диету с анализами, со стабильным графиком жизни, приблизительно как у меня сейчас хотя бы, да, он там имел какой-то стабильный рацион и так далее, и какие-то заболевания там свои озвучивал или учитывал. Я так понимаю, они в основной массе все мигрировали из веганства какого-то, и, ну, может, это те, кто пожестче, а такие там качки какие-то тоже переходили в это дело. Ну, в общем, люди более, которые это освещают медийно, они все-таки это, в общем-то, медийные личности, и у них там, скажем так, медийные интересы на первом месте. Никто для себя там разобраться, я думаю, сильно не пытался. То есть они падки на вот эти вот качели туда-сюда и перешли, им хорошо вроде как, и они пропагандируют это дело, продают успешно и так далее. А так, чтобы сесть из доказательной базы самому себе даже доказать, что это имеет смысл конкретно в их случае, вряд ли кто-то это делал. Но пока что я не видел. Не скажу, что я прям специально искал там у каких-то суперпропагандистов этого карнивора вот эти вот вещи, как он там садится в начале этой диеты или до начала и говорит: вот я такой-то, вот мои параметры, вот мои анализы, вот такой вот у меня режим дня. И вот я там сделаю то же самое через полгода. Такого, к сожалению, нету. А именно такую схему я могу принять как бы за доказательство. Все остальное, ну, как бы сравнивать надо сравнимое. Правильно? То есть, если человек сдал анализы, будучи там в каком-то режиме тренировок, а потом уже повторно сдал, там совсем поменяв всю свою жизнь, это ни о чем не говорит. То есть тут повлиять может все что угодно. Тем более, вот как я столкнулся, что мои триглицериды могли упасть банально из-за того, что я накануне прошел там 12 или 15 километров. Поэтому вывод такой: если хочу что-то подтверждать и для себя делать вывод, то только через вот такие специальные анализы. Я еще уточню у него, насколько, ну, он там мне дал чек-лист определенный. Я спросил относительно тех анализов, которые уже у меня есть, да, чтобы туда следовало добавить. Он там по инсулинорезистентности что-то еще добросал. Ну, тоже это надо все пересмотреть, проверить, нужно, не нужно. Еще раз у него поспрашивать в других режимах. Вот, ну и получается, что только платно. И как он приблизительно посчитал, это около 60 евро. Что для меня, конечно, капец дорого. Даже там 2 раза за квартал сдать их, раз в 3 месяца, это 120 евро. Да ну нафиг, как говорится. Буду думать что-то, как-то это удешевить. Вообще буду над этим думать, честно говоря. Надежды на семейного врача нету. То есть он же ситуативно назначает анализы. И я думаю, проси у него, не проси, это же страховочное все дело. То есть вряд ли он будет
идти мне навстречу в таких моих капризах. Да, я вот это хочу, то хочу. То есть он назначает только относительно жалоб. Как-то выдумывать ему, подгонять жалобы под это тоже я не имею возможности и желания. Вот, поэтому только за свой счет. Ну и над этим подумаю еще. Это то, что касается вот анализов. То, что касается перехода еще раз на вот низкоуглеводную, да, как я хочу, типа не больше 100 грамм углей, то я постепенно уже это делаю. Вот у меня получается вчера там уже что-то с 200 с чем-то грамм углей, уже у меня там было 150. Ну, это не специально так получилось, то, что я ел. Вчера просто была там печенка, в основном что-то такое. То есть, как бы более белковая еда. И, в общем, как-то так получилось. Вот, сегодня я не знаю, сколько там будет. Ну, короче, я пока еще жестко это не взял, эту схему, но потихоньку буду к ней двигаться, скорее всего, и смотреть самочувствие, как там по пищеварению, по всем этим делам. И также решил, что займусь с завтрашнего дня дневником пищевым, значит, старшей дочери. По младшей я вроде как начал, но у нее сейчас после приезда нашего вообще сломался режим дня, то есть она не спит ночами, потом полдня спит. Ну, это ее вообще любимая тема, и она поэтому сильно скучала. Это на каникулах у нее единственная возможность позаниматься такой чепухой. Любит она ночью тусоваться. И я как бы даже не хочу ее ограничивать в этом. Как бы не, ну, она просила, и я думаю, ладно уже. Я как бы ничего все равно не сделаю, да, я же не могу над ней там стоять ночью и говорить ей засыпай, а просто дергать нервы, и вместо того, чтобы она уже насладилась этим сполна, ну, смысла нету. Поэтому сейчас она перебесится в этом плане, и я займусь дневником питания младшей, с завтрашнего дня займусь дневником питания старшей. У нее, слава богу, режим дня сейчас стабильный, практически как у меня. То есть она встает в одно и то же время и ложится. И с ней хотя бы в этом плане будет что-то показательно. Вот, ест она тоже всякую хрень. И вот мне просто интересно этот дневник питания составить и посмотреть раскладку по БЖУ, по нутриентам. Ей показать, она именно, мне кажется, отреагирует на это. Ну, то есть белков, мясных продуктов у нее там чрезвычайно мало, жиров и подавно. То есть она вообще непонятно на каком подножном корме. Ну, у нее при этом и масса габариты совершенно маленькие. То есть у нее там что-то около 42 килограмм, и она при этом то ли 55, то ли 1,60 м, ну, что-то такое. Вот, поэтому вроде как у нее нету дефицита массы, но тем не менее она такая вся легкая, воздушная. И ей бы мышц поднабрать не мешало, тем более с ее как бы здоровьем это очень нужно. Но вот такие вот планы, мысли, буду как-то двигаться в этом направлении. Ну и посмотрю, как я себя буду чувствовать после такой объемной прогулки. Это у меня за день получится километров 17. Давно я так не ходил. Опять же, Боррелли, не знаю, сейчас спрошу GPT-шки, не хуже ли я себе делаю, да, в разгар лечения, скажем так, давать такие нагрузки. Ну, вот такие дела сегодня, ребята. До завтра.